Всем привет, добро пожаловать в новое видео. Я уже подхожу к своему траку и хочу сразу записать вступление, потому что все экстремально быстро происходит. Ребят, сзади вот мой трачок стоит. Это видео будет интересно, немножко познавательно. Расскажу про боковой ветер, расскажу, как правильно грузить груз, на какие колеса цепляются цепи, много чего будет интересного. Главное, ребят, сколько бы я в этом видео чего не рассказывал, в каком положении должна быть цепь, в каком положении должен быть груз, развесовка и так далее, это важно, но самое главное, запомните, груз всегда крепится для экстремальной ситуации, то есть для экстренного торможения. То есть, чтобы вы понимали, вот я сейчас выйду за поворот и будет экстренное торможение, вы идете на полном ходу. Чтобы вы могли остановиться и груз не прилетел в вас, либо не сместился, либо не упал, чтобы не было как у меня. Здесь не видно, с той стороны разрез, я уже его заклеил и вам покажу, почему это произошло. У меня сместился груз, потому что просто выскочил на дорогу олень. Я шел 30 майлов в час. Я в этом виноват, никого винить в этом не собираюсь, виноват именно я. У меня вот здесь спереди стояло 3 больших деревянных ящика, а дальше стоял плайвуд. И плайвуд стоял вот на таком расстоянии. Если бы он сместился, он бы в них ударился и все бы. Я знаю, что плайвуд скользкий. Я много страпов кинул, больше чем нужно. Можно кинуть было мне там 3 страпа, либо 2 даже, я кинул 4. Все равно он выехал. Почему он выехал? Потому что я захожу в поворот, у меня фары еще не светят в сторону, я поворачиваю в поворот и вижу, что там олень. И он вылетает под меня. Я не начинаю медленно притормаживать и немного уходить на встречку. Вижу, по встречке машина ползет, я ничего не могу сделать. Я возвращаюсь назад и больше начинает давить на тормоза. И олень убегает, но его немножко сбил, там обосрал мне немного бампер, ну вот такое. И получается, что груз у меня смещается, он прорывает мне тарп и падает там, короче, 6000 паундов. У меня вес общий был, это 3 палеты у меня там было, да, я их перегружал сначала с одного места, то что они все сместились, на другое место, короче, я там намучился, посрывал, все мои травмы повылазили, короче, я уже очень долго тарахчу, не буду затягивать, это видео должно быть интересным, познавательным, но не делайте так, как я, экстремальное торможение должно быть зафиксирован груз как можно мощнее. Вот так кинул, чтобы сюда не сунулся. Все, let's go в сюжет, будет интересно. Это мой первый стоит, карапузик. Камеру уже на него поставил. И степ-дек, видите, чем отличается мой? Вот моя ступенька, вот эта ступенька, она намного больше, чем у других степ-деков. Но сам степ у меня вот здесь ниже. Вот если вот так вот смотреть, видите, вот если по моему смотреть, вот моя высота, а вот его высота. Вот эти два. Но ступенька у него здесь меньше намного. А у меня больше ступенька. Настолько больше, что вот наращивали сколько доски. Вот так вот. И у меня маленькие колесики. Вот колесики мои манюсенькие. Говорят, на них быстро ездить нельзя. Но они с автоподкачкой. Но плохо без флажков. Я буду вот такие вот флажки ставить, чтобы видно было колеса заклинившие или нет. А тут колеса уже большие. Стандарт обыкновенный. Их проще будет находить, покупать. Камеру поставил, теперь могу спокойно назад сдавать. Вот камерулька стоит. Я камеру воткнул, теперь могу спокойно ездить. Как-то так, ребят, все, уже вечер, небо серое. Я уже домой выдвигаюсь. 2 цепочки у меня старые, все остальные новенькие. Фонари вот эти поставили, классно лупят, прям я их вниз немного опустил. Они так лупят, некоторых свет на траке хуже, чем эти лампы светят. А это я подключал провод, просто проверял каждая лампочка, чтобы горелась. Ну и запитал камеру оттуда. На камеру провода отсюда не идут. Все, как-то так. Внутри я уже вам завтра покажу, потому что немножко подустал. Вот этот телевизор стоит, он на магните стоит. Я поставил, ничего не сверлил, ничего не делал. Эта камера будет стоять сзади на кабине и будет на груз смотреть. А та камера стоит под прицепом. Ну и планшетик здесь мой торчит. Кстати, ребята, покупайте планшет только с сим-картой. Без нее трекер пас не будет работать. И внимательно выбирайте навигатор. Мне прислали вариант для мобильного дома, а не для трака. В нем нельзя указывать габариты транспортного средства. И вот какими приложениями я пользуюсь. Вам тоже понадобятся некоторые из них. Первое – логбук.
Второе – для работы с GB Hunt. Третье – для работы с Amazon. Четвертое – навигатор Tracker Pass. Пятое и шестое – приложение для заправок, поинты и карта заправок. Седьмое – приложение для сканирования документов. Восьмое – Garmin, чтобы быстро подключиться к навигатору и передавать адреса. Девятое – камеры, особенно полезно зимой, чтобы видеть, есть ли снег или стоят ли траки и машины. Остальные приложения узнаете в процессе. Все удобно. Ну а там уже спальное место и та вот штука, кровать поднятая. Все, это магнит у меня для часов, для наушников здесь заряжаю. Это магнит заряжаю здесь и телефон. Все очень удобно. Главное теперь, чтобы я не косячил. На этой таблице показаны рекомендации для движения на траке в зависимости от ветра. Слева постоянная скорость ветра, сверху порывы. Цвета подсказывают, насколько это безопасно. Зеленый можно ехать даже пустым. Желтый лучше иметь хотя бы 25 тысяч фунтов груза, пустым ехать нежелательно. Оранжевый минимум 40 тысяч, пустым ехать не рекомендуется. Красный лучше остановиться. Высокий риск переворота и аварий. Всегда смотрите на ветер и думайте о безопасности. Важно иметь как минимум 2 навигатора. У меня, например, есть Garmin и Tracker Pass. Почему это важно? Потому что Garmin иногда тупит, и в следующих видео вы сами увидите, как он исполняет. Если ехать только по одному навигатору, легко растеряться и застрять надолго. Также важно знать расположение цепей на драйвер-осях. Хоть до зимы еще далеко, я прикреплю скриншот, сохраните его себе, чтобы не забыть. Он пригодится как памятка, когда будете заезжать в разные штаты. Если вы плохо знаете английский, вам нужно выучить хотя бы некоторые фразы. Кстати, я сам плохо знаю английский, но все равно учу знаки, это обязательно. Особенно это касается Waystation. Вы должны понимать, что там написано, чтобы правильно проезжать и не получить штраф только потому, что не разобрались. Так что, ребята, учите дорожные знаки, это реально спасает. Скоро в видео мы будем крепить груз, но сначала важно понять, как избежать перегруза. Нормы по нагрузке на оси. Передняя ось Steer Axle до 12 тысяч паундов. Ведущие оси Drive Axle до 34 тысяч паундов. Оси трейлера Trailer Axle тоже до 34 тысяч паундов. Если оси разведены Spread Axle, тогда нагрузка может быть 40 тысяч паундов. Но в некоторых штатах это запрещено. Имейте в виду, общий вес всего трака с прицепом не должен превышать 80 тысяч паундов. Перед выездом в рейс обязательно проверьте сам трак. Если вы только что получили его, сначала сфотографируйте трак со всех сторон. Так вы будете знать, где есть повреждения, есть ли следы от аварий и какие части были уже поцарапаны или отремонтированы. Эти фотографии пригодятся, если кто-то захочет обвинить вас в том, чего вы не делали. Ну и самое главное, не забывайте проходить предрейсовую инспекцию перед каждым рейсом. Это поможет избежать серьезных проблем в дороге. Проверьте давление в шинах, нет ли утечек под траком, все ли в порядке с тормозами, светом и подвеской. Но это уже отдельная тема, об этом обязательно расскажу в другом видео. Когда play нажмешь, скажешь. 15 секунд. Мне это все обрезать, мне памяти мало. Слушай, Удаляем. Мы хотим подцепить страп. Хочу вам показать и рассказать, как я его сматываю, как я его цепляю и почему. Первое дело, это мы цепляем саму железку, вот эту вот в конце. Мы ее цепляем не вот так вот, не вот так вот. Мы ее пропускаем сюда наверх и вниз ставим, чтобы она всегда зажимала сама себя. Потом, вот этот рулон, который я сейчас кину, страп, видите, надпись внутри. Это правильно скручено. Хотя кое-кто мне говорил, что нужно ее наружу закручивать. Ну да ладно. Эта надпись должна быть внутри. Здесь всегда на страпах пишется вес, который вы можете возить. Здесь, наверное, 5400. Сейчас нужно... вот, да, 5400 LBS. Вы не обращайте на это внимания и не верьте этому. Первое. Конечно, вы можете найти в интернете, как пишут, есть прям график, в котором вы можете узнать, какой у вас вес, какое скольжение и сколько будет ремень брать на себя вес. Также сами про цепи можно сказать. Если цепь вы кидаете насквозь, там трактора, еще чего-то, она реально держит свой вес. Если вы цепь кидаете, через ухо возвращаете, это пол веса той цепи, которую она выдерживает. Но мы сейчас говорим про ремни. Если по ремню говорить, то 5000 паундов я кидаю и рассчитываю, что он держит только 5000 паундов.
Это первое. Второе, когда я кидаю эти ремни, нужно кидать по 2 фита от края. Еще главное не забывать, вот у меня 4 палеты, 1, 2, 3, 4, но не забывайте, всегда 2 страпы в начале и 2 страпы в конце груза, неважно какой длины груз. И в начале не больше, можно 1 фит делать, но не больше 2 фит, и посередине между страпами не должно быть больше 5 фит. Это тоже учитывайте. Вот этот весь груз, все палеты, общий вес это 6000 pounds, то есть 6000 паундов. И все равно у меня один ремень выдерживает 5400, видите? То есть 5400 он выдерживает, но этого мало. То есть надо правильно все цеплять. От страпа до страпа. А там вы уже считаете по весу, сколько вам кинуть. Но говорю, всегда кидайте больше. Поэтому, когда он закручен правильно, надписью внутри, для чего это делается? Когда вы будете его бросать, если у вас высокий груз, вам его нужно перевернуть. Переворачиваться для того, чтобы его не трепало во время езды. Вот этот груз закреплен неправильно, страпы не провернуты и их болтает на ветру. За такое могут остановить и оштрафовать. Был случай, водителя остановили после жалобы, что ленты болтаются. Лучше всегда провернуть страпы, так безопаснее. Потому что, когда вы смотрите в зеркало, видите, треплется страпа, вы думаете, блин, груз попустился. Вы съезжаете на рестерию, либо на аварийке, вы тратите на это время, постоянно проверяете. Когда у вас высокий груз, вы его проворачиваете, из-за этого он не треплется. Из-за этого нужно кидать вовнутрь. Короткой, если у вас груз, и вы его перевернули, так же само, даже если и кинули, вот мы бросаем туда, все, он у нас провернутый, видите? А если это короткий груз, несложно просто взять его и будет вернуть или перевернуть, или оставить так же. Просто когда короткий груз, там низкий, прямо вот такой, возите вот такой груз, можно не переворачивать, можно ровно вести, оно его не будет трепать. Все, когда мы его перекинули, на ту сторону переходим, и сейчас я вам покажу, как же мы там делаем. Народ, всем привет, добро пожаловать. Шутка. Всем пока. Всем пока. Короче, ребята, с этой стороны делаем мы как? Когда мы его перекинули, он ровный, мы его переворачиваем тоже. Когда у нас длинная высота, всегда переворачиваем. Когда короткая, можно оставлять. Когда длинная, оно будет вот так трепаться, даже если он затянут ветром. Мы его переворачиваем, берем хвост, закидываем сразу на трейлер и просто делаем подворот. Не наверх, а под низ. Пропустили под низ, опускаемся, делаем хвост. Чем длиннее, тем лучше. Ну, понятно, самые длинные тоже, говорят, больно. То есть неудобно. И поэтому вставляем потом сюда. Вот так вот. Всовываем, вкручиваем и видим, чтобы мы зажали хотя бы одним слоем. Также внутрь пальчиком, пальцы, пацаны, вы, думаю, умеете, вот в дырочку вставляете, вы чувствуете, что здесь есть хвостик. Поэтому не вопрос. Прощупали, сделали свое дело и потянули в сторону. Вот так вот, сейчас. У меня оператор новичок. А тут такая красота на заднем фоне. Что там будет? Не туда смотришь. Да. Ладно, все, короче, потом мы вот так быстренько слаживаем его, заносим сюда и подворачиваем. Неважно, хоть в эту сторону, хоть в эту сторону, как вам удобно. Подвернули, зажали и все. И когда мы теперь будем затягивать баром, бар это у нас вот такая вот охромезная железяка. Вот баром, когда вы затягиваете, оно будет зажиматься, видите, оно прижимается, и все, оно не будет трепаться. Еще, когда я вожу маленький груз, то я страпую, это страпы, как бы оно ни звучало, пацаны. Страпы я делаю ровными, и под низом это тарп у нас, это как брезент у нас, это тарп. Я под тарпом делаю, и потом уже сверху только тарп. Но когда длинные грузы, я переживаю, я всегда страпы кидаю на тарп, чтобы я видел, в каком состоянии страпы в дороге. Как-то вот так вот. Бенч. Бей, чики-бей, пум-пум-пум-пум, чики-бей. Все, эту скобу снимаем, пропускаем и вытаскиваем. И нужно вот так вот резко дернуть и по лицу получить. Запоминайте. Либо дернуть и отойти. Лучше, конечно, не делать. Я теперь рассказываю, как же я сворачиваю и чем. Многие ребята делают вот так вот. Вот так вот, потом бантик через руку, через ногу. Ну, короче, херней занимается. Я попросил, чтобы мне просто вот такую купили. Вот такая штука. Она стоит 3 копейки, а очень удобная. Запоминаем, как я говорил, не наружу, а вовнутрь, чтобы она заматывалась вовнутрь. То есть вот так. Правильно? Нет, конечно, это наружу.
Вот, ставим и закручиваем вовнутрь. Все, и тут рукой придерживаем и смотрим. Мне неудобно. А как вот удобно тебе видео снимать? 5 minutes later. Всё, мне просто неудобно вот так вот здесь снимать я. Закручивать. Все, потом делаете этот бах, это контрольный. И все, можете вытаскивать. Все. Она собрана, страп у нас конкретно хорошо, удобно сложен. Сначала опускаете вы здесь и затягиваете вот эти вот резиночки вниз в натяжку. Для чего? Чтобы когда вы ехали, вы как конвертик вот это опускаете, закрываете две стороны. Когда вы это закроете, а эту не закрепите, во время ветра этот конвертик ваш откроется, и вот этот клапан будет телепаться вот так вот сзади. Чтобы это избежать, здесь одна резинка идет туда в натяжку, вторая резинка идет туда в натяжку, то есть клапан уже держится. И тогда он уже закрывает две стороны медали. Вот как-то так. Ничего сложного. Стороны эти как закрываются? Тоже находите нижнюю точку и цепляетесь уже не за кольца эти верхние, а за это кольцо, которое идет по низу. Вы цепляетесь и натягиваете его в эту сторону, а с этой стороны цепляетесь в эту. И так вот уже зашиваетесь. Здесь получается у нас клапан, капюшон, кто как называет. Кто язычок, кто клапан, капюшон, кто кое-что. Кое-кто, как Серега говорит, носок. Клапан закрыт, затянул серый уже. Я ему не мешал. А вот такие я рекомендую, пацаны, не знаю, вы на себя оунер, вы работаете на фирму, не знаю. Я всегда вот такие резинки, если я вижу, я их выбрасываю. Я не пользуюсь такими. Пользуюсь только вот такими, которые хорошие. Потому что я не знаю, сколько они стоят, но я думаю, глаза будет дороже восстановить. А вот эта хрень когда-то порвется и даст вам по глазам неплохо. Видите, вот такие уже использовать нельзя. Это просто мусор. Это я не знаю, как вообще. Это вообще капец. Все? Включил точно? Включил точно. И там идет закрыто. Да. Ладно, шутка. Ребята, чтобы начать просто одевать вот эти вот резиночки, как они называются? Банджи. Байндеры. Банджи. Банджи? Банджи. Ну, короче, пацаны, кто этим занимается, тот понимает. Банджи, не банджи. Карик банчит от души. Короче, вот Юра. эту просто резиночку одеть, надо снять вам капюшон, надо одеть вам очки, и надо снять вам кепку даже. Блин, ее нет куда положить, и даже одеть каску. Потом вам надо заменить обувь и одеть ее с железным наконечником. Все для того, чтобы просто одеть резиночку. Шутка, обувь не надо. Каску тоже можете не одевать, но там уже на свое. А вот почему. На свое рассмотрение. А вот это почему. Вот только что я тянул, видите, резинка просто оторвалась. Когда она отрывается, она так залетает за глаз, цепляется, и вы можете его уже потом не вытянуть. Поэтому, короче говоря, одеваем перчатки, которые Серый мне дал. Кстати, это мы его груз крепим, чтобы вы понимали, потому что... Противный алюминий. Спортивный алюминий, да. Потому что я еще не гружусь. Как мы цепляем? О, ты уже тут подцепил, окей. Крючками всегда крючками цепляем наружу. Никогда не цепляем внутрь, потому что вот этот клапан, он все равно не поможет, вы продырявите. Цепляем наружу, пропускаем вовнутрь. Можете пропускать как сюда, так и сюда. Вот здесь, подойди, Серый, подсними. Вот здесь внутри есть такие перегородочки. Можете цеплять и сюда. Все, и натягиваем. Натягиваем чаще всего по диагонали. Сюда я не дотянусь. Сюда тоже слабо. Сейчас что-то найдем. Главный принцип, чтобы вы не цеплялись. Вот так вот и все. Это очень много резинок нужно. Вам нужно, вот уже цепляли. Вот одна резинка, и она цепляется в конце. Вот Это вот как ты вначале цеплял. одна резинка. Вот она вторая, вот одна и вот она вторая. Ни одна из них не зацеплена. Вот он эту мог зацепить вот сюда. Он ее кидает вот сюда. То есть всегда экономьте резинку. Не надо цеплять ее в одну сторону. Так же самое и здесь мы сейчас сделаем. Мы ее не будем цеплять в одну сторону. Мы ее сейчас натянем куда-то и добавим. Сюда. И сюда. Все. То есть всегда ищите второе кольцо. Никогда не делайте на одну. В принципе и все. Но не забывайте за это. Это была шутка. Это, кстати, тоже. Но это 100%.
глаза свои красивые, карые надо закрывать. Всем спасибо.